Мгм. Добрый день, здравствуйте. Начинаем 10-ю лекцию нашего цикла по младшим арканам. Сегодня будут значения десяток, да? Десятка пентаклей, десятка жезлов, десятка мечей и десятка кубков. Самая такая светлая, радостная карта. Все очень радуются, когда видят ее в раскладе, но может быть по-разному. Может быть по-разному, даже в личных отношениях в каких-то, эта карта может играть нехорошую роль. Вот об этом тоже сегодня поговорим. Как и десятка мечей, ее очень боятся, но по сути это хоть и тяжелая, сложная такая темная карта, она говорит об определенной надежде на будущее, поэтому я не могу ее назвать однозначно плохой, сложной. Сложной может быть, плохой вряд ли. Так, что у нас по лекциям в целом? Это 10-я лекция. Заканчиваем мы цикл младших арканов. Все предыдущие 9 лекций есть на канале. Пожалуйста, ищите, смотрите плейлисты. Есть плейлист «Младшие арканы». Там вот все предыдущие лекции есть. И впереди у нас еще по планам придворные карты обязательно. Пажи, рыцари, королевы, короли будут фигурировать в следующих лекциях. Поэтому, если вы впервые на канале, не стесняйтесь, подписывайтесь, вам тут рады. Сообщество у нас тут мирное, тихое, спокойное. Все друг дружке помогают какими-то советами. В общем, мне нравится то сообщество, которое у нас сформировалось на этом канале. Если не хотите пропускать лекции, если для вас важно быть прямо вот в эфире, да, тогда подписывайтесь на телеграм-канал, там я выкладываю оповещения о начале лекции, просто потому что YouTube не всегда это делает, да, не всегда высылает оповещения, поэтому вот на телеграм-канал регистрируйтесь, там я выкладываю ссылочки на лекции, ну и заодно там какие-то смешные картинки, просто интересные картинки по Таро, в общем, такая информация любопытная скорее. Вот, ну что, давайте по десяточкам начнем. Информация есть, кстати, в описании к этому видео, если что-то нужно, пожалуйста, там есть полная информация по тому, как со мной связаться, либо по телеграм-каналам. В общем, там ищите. Десятка пентаклей или десятка земли. Иногда ее называют десятка динариев. В общем, все зависит от того, в какой колоде. С какой колодой вы работаете. Я работаю с колодой Уэйта. Традиционно там пентакли, жезлы, мечи и кубки. Мне немножко режет слух вот это десятка чаш, десятка динариев, десятка посохов. Ну, ничего страшного в этом нет, у каждого своя форма слова. Самое главное, чтобы вы понимали суть. Десятка пентаклей — это десятка земли. Что такое земля? Это практика, прагматика, это что-то практическое, это то, что можно взять в руки, ощутить с помощью чувств. Не путайте, пожалуйста, чувства с эмоциями. В русском языке, к сожалению, эти понятия, ну как к сожалению, как сложилось, так сложилось. В работе с картами Таро это вызывает некоторые сложности, просто потому что это очень близкие такие понятия, чуть ли не тождественные. Чувства и эмоции. Вот чувства — это то, что вы испытываете на физическом уровне, на уровне Земли. Вот те самые пентакли, 5 чувств, да? Обоняние, осязание, слух, зрение, что-то там еще. Да? Вот. Поэтому можно сказать, что вот эти 5 чувств, они являются составными физическими. То, как мы видим мир с точки зрения Земли, с точки зрения осязаемости какой-то. Поэтому все карты пентаклей — это то, что мы можем взять в руки, подержать, передать другому, какое-то практически физическое ощущение. Деньги как физическое воплощение затраченного вами времени, энергии, какого-то труда. Все это выражается в деньгах, да? В каком-то товарно-денежном эквиваленте. Это какой-то ресурс, который вы ощущаете как запас какого-то топлива условного, которое вам помогает идти, двигаться вперед. Это какой-то опыт, который вы приобретаете в ходе работы. Это какая-то, ну скажем так, практический опыт. Это навыки. Да? Если есть какие-то знания как информация, у нас идут по мечам.
Да? Это информация, это сведения, которые вам дают возможность что-то сделать правильно. То есть, ну, помните, да, знание — это сила. Кто предупрежден, то есть кто имеет информацию, тот вооружен. По пентаклям обстоит дело чуть-чуть по-другому. Это накопленный опыт, это навыки, которые вы приобретаете, когда используете вот это самое знание. Мало знать, что значит карта Таро, да, когда вы получаете информацию о том, что значит карта Таро, да, что хотел автор сказать этим рисунком, вы получаете мечи, вы получаете знание, информацию, и можете его впоследствии применить. Вот когда вы его применяете, и у вас получается какой-то результат практически, который вы имеете в руках, имеете что сказать человеку, можете оформить через речь, да, свои мысли, мечи в какие-то словоформы. Вот эти словоформы, то, что содержит суть в своей форме, и есть эти самые пентакли, и есть эта самая земля. Грубо говоря, это опыт. И вот десятка пентаклей, надо сказать, у нас играет немножко в опытном понимании. Ну как немножко, достаточно серьезно играет в опытном понимании. Можно сказать, что это карта богатства, можно сказать, что это карта приобретенного опыта, да, какой-то практической мудрости. Однако с богатством тут нужно быть поаккуратнее, поосторожнее. Почему? Потому что богатая женщина у нас присутствует и в девятке пентаклей. Тогда в чем же разница между девяткой пентаклей и десяткой, если и там возможно богатство? Смотрите, дело в том, что само понятие богатства у нас присутствует еще и в шестерке пентаклей, да, где человек делится своим опытом, своими какими-то практическими наработками, попросту говоря, какими-то деньгами в конце концов, да. Вот. По девятке пентаклей у нас человек просто чувствует себя богатым. Он не чувствует страха перед будущим, потому как понимает, что в случае чего справится. Запасы есть, сад богатый, с голоду не помрем. Вот. Тут в комментариях пишут, что там семья, родственники. Тут не столько родственники, сколько смена поколений. Вот это гораздо интереснее. Дело в том, что тут есть человек и постарше, и какой-то среднего возраста, и дети есть. Да? Об этом чуть-чуть попозже. Почему же там родственники? А сейчас разница между девяткой пентаклей. Если по прошлой лекции вы помните, что в девятке пентаклей присутствовала богатая женщина, на это указывает и богатая одежда, и богатый урожай созревших в конце концов плодов каких-то, да, результатов деятельности, вот в виде винограда. И сокол, как символ соколиной охоты. А соколиная охота — это занятие для богатых. Охота для развлечения, а не для пропитания. То есть у нее нет нужды работать, но она может развлекаться. Спешить не надо, если тебе не надо спешить на работу. Да? Не надо рано просыпаться, если к 8 нужно быть в офисе. Поэтому это скорее такое ощущение богатства, обеспеченности и отсутствия страха по поводу будущего. В десятке мы с вами видим человека, который в возрасте. Основное действующее лицо тут, конечно, вот этот человек в возрасте. Можно сказать, что нет, мы же с вами видим семью. Да? Тут главное действующее лицо не сам вот этот пенсионер, да, а вот все вместе, вся семья. Ничего подобного. Если мы обратим внимание на рисунок пентаклей, да, как они расположены, мы с вами замечаем, что какой-то рисунок этот очень такой странный, есть какая-то логика в нем, да, то есть какая-то схема. Если вы не знакомы с Каббалой, то я вам скажу, что на самом деле вы не ошибаетесь, действительно логика в этом рисунке есть. По этому рисунку у нас идет отсылка к Каббале. Что такое Каббала? Каббала — это учение, да, иудеев, которые считали, что в принципе знания о всей системе мира зашифрованы в Торе, либо в каких-то других писаниях древних иудеев. Да? Я не специалист по Каббале, более того, я ей особо не интересуюсь, но тем не менее как-то что-то где-то слышал, да?
Надо сказать, что каббала считается практической, прикладной или магической. Да? То есть, что такое магия? Это когда вы берете и что-то делаете, как-то воздействуете на внешний мир, на физический мир с помощью неких своих действий. Маг — это человек, который делает что-то такое, что обычным людям непонятно, но основное его свойство — это воздействие на этот мир. То есть практическое, прикладное воздействие на этот мир. Грубо говоря, если мы почитаем более подробно, хотя бы в той же самой Википедии, да, что является целью изучения каббалы? Постижение индивидуумом единства действительности в своем ощущении и осознании. То есть человек просто узнает что-то о мире, это сознание, да, какое-то знание, и ощущение, единство ощущения с этим самым сознанием. То есть физическое тело объединяется с разумом. Человек Пентакли использует разумно, то есть свой жизненный опыт, который он накопил в течение долгой жизни, использует правильно, использует по какой-то логичной схеме, с тем, чтобы не совершать ошибок. Да? Почему? Потому что это практично, выгодно. Что самое интересное, что передача постигнутого в каббале осуществляется по специальной такой методике, которую адаптируют к свойствам каждого последующего поколения. При помощи книг, в группы изучающих под руководством какого-то учителя. Самый известный учитель сейчас в нашей современности — это Михаил Лайтман. Михаил, там все зависит от того, как произносить имя. Самый известный, самый популярный, скажем так. Может быть, не самый опытный, не самый умный, но самый известный и популярный — это можете загуглить Михаил Лайтман. Он такой мудрый учитель. На самом деле, его лекции послушать, там не столько даже про каббалу можно слушать, сколько подпитываться мудростью от действительно неглупого, очень неглупого человека. И говорит он о вещах таких очень общечеловеческих. Я нашел интересную картинку, да, из средневековых этих, может, это не особо-то средневековое, но уже возрождение, может быть, судя по стилистике рисунка, может быть, ближе даже к современности, но тем не менее, тут такой человек, опытный, об этом говорит его седая борода, какое-то имущество в сумке, да, тяжелые ботинки, которые говорят о том, что он долгий длительный путь прошел. И он постиг некую мудрость, которую выстроил в систему, понял, как все это работает, и может передать это последующим людям. В общем, такой архетип учителя. И этот архетип учителя мы с вами видим в этой самой десятке пентаклей. Он, пенсионер, сидит, радуется жизни. Да, это его семья, да, это его дети, внуки. Никто не отменяет значение семьи и преемственности рода по этой карте. Можно сказать, что это то, что накопили ваши предыдущие поколения, да, и передали вам по наследству. Можно сказать так. Но в первую очередь тут идет намек на то, что по десятке пентаклей идет некая переданная мудрость. Основное ощущение десятки пентаклей — это то, что человеку достаточно того, что он имеет. Каббала учит еще и о том, что богатство — это полезно, но не самое главное в жизни. Да? Если вам достаточно, то это самое главное, основное чувство, которое должно человека сопровождать во время его работы с землей, да? Во время его жизненного пути, скажем так. И извлеченный опыт должен быть достаточным, а не избыточным. Как все это дело отображается в раскладах, допустим, да? Во-первых, надо сказать, что разные практические значения в разных практических жизненных ситуациях мы разбираем с учениками на лекциях, на практических лекциях, которые я провожу в платных группах. Да? Уговорили меня все-таки платные эти группы завести. Завсегдатаи канала знают, что я провожу обучение в группах по 7 человек. Всего 2 группы, утренняя и вечерняя, понедельник, среда, пятница. По 2 часа мы разбираем расклады.
Основано обучение вот на всех тех лекциях, которые вы видите на канале. Это, можно сказать, открытая информация, которая может быть интересна и полезна всем, кому угодно. Но от учеников я требую, чтобы они все эти лекции просмотрели обязательно, и мы разбираем практику. Ученики предлагают какие-то расклады, я предлагаю какие-то расклады, и мы на основании реальных жизненных каких-то ситуаций разбираем, как именно карта показывает свое значение в той либо иной ситуации. В прямом положении, в перевернутом положении, где хорошо, где плохо. Интересует обучение, мои контакты есть в описании видео, поэтому пишите. Следующий поток у меня стартует в декабре, я набираю, стартуем в январе, зимний поток. Если интересно, пишите, я вас запишу в группу желающих, там уже порядка 60 человек, правда будем как-то выбирать, кто будет учиться все-таки. Вот, но тем не менее, если интересно, пишите. По поводу десятки пентаклей в плане практического применения пару слов скажу все-таки. Во-первых, представьте себе, что у вас есть 10 евро, да? А вы хотите купить хлеба домой. 2 буханки хлеба, допустим. Черного и белого, условно. Вот, вы заходите в магазин и видите, что вот лежит этот хлеб тот, который вам нужен, и общая сумма покупок как раз вот эти самые 10 евро. И вам хватает. Вы радуетесь, вы довольны, вы чувствуете себя обеспеченным человеком, который имеет в жизни то, что ему на самом деле нужно. Берете хлеб, идете домой, и делаете дома там бутерброды и прочее. Вот. То есть по десятке пентаклей мы чувствуем довольствование жизнью. Что есть, то мое, мне хватает на жизнь и хорошо. Надо сказать, что в девятке пентаклей мы чувствуем богатство. Да, тут женщина богатая, вся в золоте, в бриллиантах. Да. А по десятке пентаклей мы понимаем, что богатство это не главное. Главное это достаток. Главное, чтобы вам хватало на то, что вам на самом деле нужно. Если мы посмотрим на таких вот уравновешенных, правильных пенсионеров, им ведь много не надо. Редко какой пенсионер хочет каждый день кушать икру ложками и ездить там в Куршавель, допустим, каждую пятницу на выходные. Как правило, человек в возрасте, умный, разумный, мудрый, опытный человек понимает, что много в жизни не надо. Что тебе достаточно, то и хорошо. Переедать не надо, слишком сладкое плохо. В общем, как у нас в Польше говорят, co za duże, то нездоровое. Чего слишком много, то уже становится вредным, если в таком вольном переводе. Поэтому правильный пенсионер, он ест немного, без всяких разносолов этих, вот этого. Нормальная, здоровая, правильная пища, какая-нибудь, скажем так, средиземноморская диета, да, насыщенная правильными белками, жирами, углеводами, этим вот всем. Да. Вот это символ правильной десятки. Не слишком жирная, не слишком сладкая. Столько, сколько нужно, порция ровно столько, чтобы насытиться. Вот вам прямая десятка пентаклей. Не нужно чувствовать себя счастливым человеком, имея богатство. Нужно чувствовать себя счастливым человеком, имея достаток. Достаток это когда вам хватает на все, что вам нужно. Вот. И вот достичь этого понимания можно только с возрастом. Когда ты испытаешь на своем опыте, на своем собственном опыте, что такое хорошо, что такое плохо, имеешь какой-то опыт, уже знаешь, что советовать другим поколениям. Передаешь это знание по роду, по наследству, скажем так, как и все свое имущество. Конечно, карта имеет оттенок и значение, как оттенок. Одно из основных значений это имущество, да, то, что вы передаете по наследству. Однако, ваш жизненный опыт это точно такое же наследство, как и те деньги, которые вы накопили, как и тот дом, который вы построили, надеясь, что там будут жить вся ваша семья, дети и внуки. Сейчас наше время немножко такое переломное, скажем так, все меняется. И, допустим, еще если для моих родителей, допустим, еще было важно понимать, что родители, они строят дом для того, чтобы ты там жил, с надеждой на то, что ты там будешь жить, и как-то да,
в предыдущем поколении, рожденных там в 50-х, в 40-х, в 60-х, ну, скорее в 40-х, 50-х, есть еще ощущение отчего дома, ощущение того, что нужно ехать к родителям, да, что нужно вот там жить. То наше с вами поколение, вот рожденное там в 70-х, на границе с 80-ми, допустим, вот они уже не так привязаны к отчему дому. Они уже несколько оторваны, они создают уже свою семью, свой дом. Не всегда даже строят дом, некоторые просто переезжают из съемного жилья в другое съемное жилье. Вот тут немножко цепочка прерывается, конечно. Это печально, но общество развивается своими законами, своими темпами. Это тоже нужно учитывать. Но в Средневековье и в эпоху Возрождения, и викторианской, поствикторианской Англии, да, я напомню, что колода у нас английская, создана в 1910 году. Тема наследования, тема, допустим, имущества, да, которое передается по наследству, тоже была важна. То, что достаточно нашим родителям, нам может быть уже маловато, поэтому мы как-то растем дальше, пытаемся развивать ситуацию, но по сути, десятка пентаклей, основное ощущение вот этой карты — достаток. Мне хватит столько, сколько нужно. Перевернутое значение какое, да, в негативе. Как же так может читаться карта, если она в перевернутом положении лежит? Ну, тот же самый достаток, только в негативе. Как именно? Смотрите. Есть у вас те же самые 10 евро в кармане. Идете вы в тот же самый магазин. Но желание у вас сегодня, вам не хочется просто хлеба, там, черного, либо белого, бородинского, там, или еще какого-нибудь. Вам хочется пирожных. Вам хочется торт Наполеон, либо там киевский, не знаю, зависит от того, что вы любите. Ну, в общем, чего-нибудь такого сладкого, вкусного, приятного, да, с жирным кремом, да, либо там с белковым кремом, неважно. Ну, вот хочется чего-то такого, пирожных. И вы приходите в этот магазин и понимаете, что у вас всего 10 евро, а торт стоит 15, да. Вот, и уже ощущение того, что как-то так, ну, неправильно, но 10 евро, которые лежат у вас в кармане, это точно та же самая сумма, которая вас устраивала буквально 10 минут назад в теме с хлебом, да. Перевернутая десятка пентаклей показывает ваш достаток, которым вы должны довольствоваться. Вам достаточно того, что у вас есть. Можно сказать, что вот это дорогое мироздание о вас позаботилось и дало вам как раз ту сумму, которая вам нужна сегодня. Оно как бы вам говорит, что за глупости такие, что за торт, что за киевский торт, что за Наполеон, тебе хлеб вообще нужно купить. У тебя, допустим, там лишних 20 килограммов и преддиабетическое состояние, а ты тут на торты слюни роняешь, да? Хлеб купи нормальный, да, черный хлеб там или с отрубями, вот, это будет гораздо полезнее, это как раз то, что тебе нужно, вот твой достаток, 10 евро хватает как раз на полезное здоровое питание. Не нужно тебе то, что ты так яростно жаждешь. Вот по перевернутой десятке пентаклей можно сказать, что мы испытываем ощущение достатка, что нам хватает на то, что нам нужно. Но это нам не нравится, нам хочется большего. Мы хотим стремиться, бежать вперед, покупать эти торты еще больше и больше. В общем, такая, можно сказать, негативная жадность. Да? Дайте мне, доктор, таблеток от жадности, да побольше. Вот это перевернутая десятка пентаклей. Это ощущение того, что вы больше хотите, чем вам в жизни нужно. Вот это такие жадные старики, да, которые гребут себе все, что им не нужно. Все, что они съесть не могут, накладывают себе в тарелку больше. Если вы хоть раз ездили в Турцию, да, вот в каком-нибудь отеле all-inclusive, да, где есть вот этот шведский стол, буфет, в который вы приходите и можете себе положить на тарелку столько, сколько вам нужно. Допустим, хотите вы позавтракать с утра какими-то фруктами, вы кладете себе на тарелочку, там выбираете, вот есть фрукты, вот есть какие-то торты,
Вот есть там, я не знаю, мясо, рыба, салаты, что угодно. Вы так думаете, дайте-ка я фруктиков с утра, да, съем 10 маленьких кусочков себе на тарелочку положу. Все, мне нормально, мне хватит, чтобы насытиться с утра, много не надо. Ну, по крайней мере, я про себя так говорю. Я вообще не очень люблю завтракать, да, мне так чуть поменьше. Вот вечером на меня жор нападает, это да. Ну, с утра, допустим, 10 кусочков фруктов из фруктового салата мне будет достаточно. Но если вы любитель хорошо покушать с утра, да, вы идете и думаете, так, нужно мне вот сейчас положить себе что? Вот этот кусок, вот и кусок торта, и кусок мяса, и кусок рыбы, и бутерброд еще себе положу. И вот вы 10 кусков всего разного набираете, с тарелки уже падает. Это не то, что вам нужно, это перебор. И по перевернутой десятке пентаклей, скорее всего, вы столкнетесь с тем, что тарелка у вас слишком маленькая, вы не можете туда положить больше, чем вам нужно. Вот это перевернутая десятка пентаклей. Жизнь вас как-то ограничивает. Если вы чувствуете, что вам не хватает денег, возможно, это не то, что вам нужно сейчас. Возможно, нужно, как-то немножко сократить свои желания, свои стремления. Причем, смотрите, сумма тут абсолютно не играет роли. Десятка пентаклей может значить абсолютно любую сумму. 10 евро, либо 10 тысяч евро. Потому как если вы идете с суммой в 10 тысяч евро в магазин, допустим, вы идете в автосалон. И вам нужно купить себе простенькую машинку, да, которая будет вас возить там по городу, какой-то маленький городской автомобильчик. Скромненький, да, там на литр, на 1,5 двигатель. 10 тысяч евро вам вполне хватает. Вот вы покупаете себе этот автомобиль, неважно, там БУ, не БУ. Вот. Но вам хватает, вы довольно счастливы. Это то, что вам нужно. Надо же, как удачно, я зашла в автосалон, у меня в кармане там карточка, на карточке 10 тысяч евро, и машина как раз вот со всеми там налогами, со всем этим самым, с оформлением, с полным баком, стоит как раз 10 тысяч евро. Садись и поехал. Отлично, великолепно, десятка пентаклей. Вам хватает на то, что вам нужно. По перевернутой десятке пентаклей вы заходите в магазин, видите вот эту машинку, на которую вам хватает, но хочется вам вон тот спортивный BMW, который стоит там 30 тысяч евро. У вас нет 30 тысяч евро, у вас только вот эта несчастная перевернутая десятка пентаклей. Эти несчастные жалкие 10 тысяч евро. Вот. И весь вопрос в том, а надо ли вам это BMW? Если вам просто ездить по городу, по делам, да, там возить себя драгоценную из точки А в точку Б, то вполне вероятно, что перевернутая десятка пентаклей говорит вам о том, что у вас в жизни сейчас ровно столько физического, сколько вам нужно, столько материального, сколько вам должно хватать на то, что вам на самом деле необходимо. Вот эти вот не то чтобы сознательные ограничения, это скорее, практика жизни, которая дает вам понимание того, что многого-то и не надо, да? Вот как-то так. Вот такое значение у этой карты. Согласны, не согласны, пишите в чатик, может быть, вы не совсем ухватили идею. Если вы не согласны, пожалуйста, в комментарии буду рад выслушать ваше мнение. Дерево Сефирот. Да, дерево Сефирот. Сефирот по-разному произносят. Это вот те самые 10 пентаклей. Если на перспективы на работу выпадает перевернутая девятка и прямая десятка пентаклей, я зависла. Ой, это надо смотреть ситуацию в целом. По сочетанию карт это, скорее всего, больше похоже на то, что вы ожидаете какую-то зарплату, а предложить вам могут либо меньшую, либо ту, которая вас может устроить, но вас не совсем устраивает. Может быть, какой-то опыт, да, материальная база какая-то может быть, может, там не очень удобно, как вам хотелось бы, а вам хотелось бы, чтобы вообще было на рабочем месте все, что вам нужно. В общем, надо смотреть по ситуации. Так, с места в карьер сказать о сочетании двух карт, это как в пальцем небо тыкать. В небо пальцем тыкать, вот. Могу угадать, могу и не угадать. Так, знаем Лайтмана, слушаю его. И иногда его можно слушать и почаще, мужик умный.
Там очень интересная информация, когда Михаил беседует с ведущим. Сам ведущий более 20 лет изучает кабалу. Но я что-то давно не заходил туда, на его канал. По-моему, у него есть канал на ютубе, надо глянуть. Там, ну, каждый раз, как заходишь, зависаешь, залипаешь, слушаешь это все, потому как человек на самом деле очень правильные вещи говорит. Как будете выбирать на обучение? Ну, вот сейчас там порядка 60 человек в группе ожидания, да? Каким-то случайным образом будем жребий тянуть, да? 14 человек из 60, как выбрать? Сложно сказать. Можно сказать, что перевернутая десятка пентаклей — это не желание воспользоваться опытом предков. Ну, скорее, тот опыт предков, который у вас есть, да, какие-то накопленные знания, но вы считаете, что они вам помочь не могут. Можно сказать, да. Не то чтобы нежелание, скорее... Сложно сказать. Я бы сказал, что перевернутая десятка пентаклей в этом плане — это тот опыт предков, который у вас есть и который вам не помогает ничем, не может помочь. Что есть, то есть, но вам этого мало. Вам мало этого опыта, да? Потому как, смотрите, вот даже по нашей ситуации опыт предков мало мне поможет, если я приду к предкам, спрошу там: мама, папа, как мне настроить эфир получше, покруче, да, чтобы вот все хорошо работало, как звук сделать потише. Вот они мне вряд ли что-то скажут, потому как у них нет такого опыта. Поэтому опыта предков может и не хватать. В каких-то вопросах более современных, более развитых. Почему? Потому что Земля — стихия медленная. Медленно движется вот развитие всего этого дела. Хоть я не по покупкам у меня часто перевернутая десятка, всегда хочется не на то, на что хватает. Ну да-да-да. Хоть я и не привереда в вещах, но хочется свое что-то. Но это значит, что у вас столько пентаклей, сколько у вас сейчас нужно на самом деле для жизни. Хочется, ну, выходите на более высокий уровень. Может ли показывать мудрость или мои года, мое богатство, там поколение старое и молодое? Ну, основной принцип — это то, что у вас есть что-то накопленное, да, что-то в полноте. Вы можете это передать, вы можете делиться, конечно, и знанием, и материальными какими-то ресурсами. Но чаще всего это все-таки какие-то навыки, опыт какой-то. Опыт — это, опять же, не столько знания, сколько практические какие-то такие вот наработки. Понимаете? Вот. Теория теорией, а практика практикой. Вот десятка пентаклей — это практика предыдущих поколений. Опять же, каббала — это практическое такое руководство, как правильно жить. Как мудро жить, чтобы жить правильно в этом материальном мире. Как-то так. И вот оно может вам помогать, а его может и не хватать по перевернутой десятке пентаклей, особенно если в предыдущем поколении ничего такого не было. Хорошо, давайте двигаться дальше. По поводу десятки жезлов. Вот тут интересная тоже тема, да. В девятке жезлов на прошлой лекции мы с вами обратили внимание на то, что у человека что-то получилось. Отбил он атаки каких-то врагов, да, которые на него нападали. Ситуация как-то менялась резким образом. Он должен был успевать отбивать эти атаки по восьмерке жезлов. По девятке жезлов у него это получилось. Теперь можно отдохнуть. Можно взять некую паузу, перерыв. Для огня очень важно брать паузу, перерыв. Потому что невозможно постоянно двигаться вперед. Невозможно постоянно без пауз двигаться с нарастающей скоростью. Почему? Потому что огонь — это всегда рост. Всегда нарастание чего-то. Да? Желание всегда растет у вас. Поэтому иногда по девятке жезлов нужно останавливаться, осматривать результаты своей деятельности, осматривать результаты достижения своих желаний, устраивают они вас или нет. Ну и, соответственно, только после того, как вы сделали глубокий вдох, погружаться в тему уже с головой. Если вы хотите сделать решающий финальный рывок, нужно накопить сил для того, чтобы сделать этот самый решающий финальный рывок. В десятке мы видим этот финальный рывок, то есть по девяткам мы понимаем, что сделали все, что можно с внешней ситуацией. Теперь уже все зависит от нас. Теперь как мы взвалим на себя все эти свои желания, так мы их и дотащим до нужного пункта, да, до конечной точки
наших желаний. Обычно эта карта говорит о чем? О том, что желаний много. Множество желаний у нас идет по 7 жезлов, но там у нас идет чуть-чуть другое желание, да? Мы с вами помним, что все семерки говорят о том, что чего-то много. И вот отбивать эти желания лишние нужно, отстаивая свое, самое главное, самое весомое желание. В десятке жезлов вы пытаетесь сделать все, что хотите. Это положительная карта, если выпадает в прямом положении. Она говорит о том, что вы работаете на все 100%. Сколько вам нужно вложить энергии, сил, трудозатрат, да, в рабочий процесс, столько вы и вкладываете. Вы едете ровно с той скоростью, с которой нужно ехать, чтобы успеть вовремя. Вы общаетесь ровно с тем количеством людей, с которым нужно вам пообщаться, чтобы достичь результата, чтобы достичь желаемого. Возможно, по этой карте вы можете чувствовать напряжение. Откуда тут напряжение в этой карте? Очень просто. Посмотрите, как человек тащит все эти жезлы. Да? В телеграм-канале, в группе в телеграме я сбрасывал несколько картинок таких средневековых и эпохи Возрождения, и чуть попозже, да, какие-то произведения художественные. Там была вот эта тема, как женщины со жнивья несут вот эти снопы, как мужчина там какие-то жезлы, палки тоже тащит, какие-то дрова, хворост. Есть ощущение напряжения, потому как мы с вами видим тут тяжелую работу, которую делает человек. Мало того, что тут много жезлов, тут максимум. По десяткам у нас всегда идет максимум. Это логичное завершение ситуации. Это понимание того, что больше сделать мы не можем. Да? Вот сколько взвалили на себя, столько тащить и можем. Это 100%. Это максимум. Положить еще одну палку, уже как бы спина может надломиться. Да? Поэтому по десятке жезлов это тут максимальный объем энергии, который вы можете через себя пропустить. Это то максимальное общение с другими людьми, которое вы можете спокойно вынести. Ну как спокойно? С напряжением, конечно. Но тем не менее результативно вынести. Справиться. Это максимальное количество клиентов, которые к вам приходят в день. Да, когда вы понимаете, что нет времени передохнуть. Что отдыхать нужно было раньше. Ночью надо было спать, чтобы день результативно работать. Вот. Это клиенты, которые идут один за одним, и вы понимаете, что они все хотят от вас чего-то. Все желания и ваши, и желания клиентов сходятся в одной точке. Заметьте, как он несет эти палки. С одной стороны, мне кажется, что это отличный способ показать второй, третий смысл карты. С одной стороны, есть ощущение, что эти жезлы, что эти палки у него рассыпаются. Вот, то есть они так прям веером, да, он с трудом их сдерживает, он не видит дороги. То есть человек напряжен, он работает, ему некогда даже проверить, туда он идет или нет. Включился в работу и пашет. Как это? Копать отсюда и до обеда, да? Вот, с другой стороны, жезлы эти у него не падают все-таки. Если бы Уэйд хотел показать, как он рассыпает эти жезлы, я думаю, он бы нарисовал, как человек рассыпает жезлы. Вот. Но тут он справляется. Более того, разные жезлы — это разные желания разных людей. Это ваши желания, которые вы увязываете в одно. Понимаете, что все ваши желания сходятся у вас в голове. Все желания людей, которые к вам приходят по этой карте, они сходятся с вами в какой-то одной точке. Это пересечение каких-то интересов. И вам нужно учитывать все желания всех людей, все свои желания, все аспекты, все нюансы общения с социальным обществом, да, а по жезлам у нас всегда идет социальное общение, человеческое, по работе с какими-то людьми, вам малоизвестными. Вот все это нужно связать в одно. Нужно понять, как сделать все и сразу, одновременно, потому как все эти жезлы сходятся в одной точке. Вам просто нужно понять, где все это дело перевязать, чтобы оно не рассыпалось, и дотащить все это дело до самого финиша. Да, это финишная прямая, вы уже, как тот самый конь, который чувствует стойло, приободрились, что вот-вот мы уже все закончили. Карта говорит о том, что вы сможете сделать то, что вы делаете, если вы правильно соединяете все эти желания.
Грубо говоря, по десятке нужно не столько много работать, сколько включить голову и понять, как правильно уложить эти жезлы, чтобы они не рассыпались. В каком порядке правильно нужно делать свою работу, чтобы успеть все, чтобы не потерять ни одного желания, ни одной палочки. По прямой десятке вы работаете по максимуму. Это много общения, которое вам предстоит. Это насыщенный рабочий день. Это общение в семье, где вы понимаете, что нужно там и ребенку памперс поменять, и котов покормить, и мужу постирать, и обед приготовить, и позвонить на работу, и еще что-то. Ну, в общем, много-много-много всего. Но если вы будете делать все в правильном порядке, уложите жезлы правильно, чтобы они все сошлись в одной точке, то у вас все получится. Вот. Ни в одной карте нет правильного порядка действий. В восьмерке жезлов, да, есть ощущение правильного ритма. Там желания просто поступают одно за одним, от вас это особо не зависит. Вы просто пытаетесь справиться, пытаетесь успеть с поступающими желаниями, там, желаниями других людей, либо поступающими желаниями своими собственными, да, вы просто пытаетесь вовремя уловить этот ритм, успеть и делать одно за одним, как поступаю, так и делать. Решать проблемы по мере их поступления. В девятке вы обязательно должны взять паузу, понять, что в принципе все, что можно было сделать, вы сделали, да, остался только какой-то финальный рывок. А финальный рывок в понимании общественного такого вот, извините за каламбур, общения, да, общественной работы. У нас любая наша работа общественная, потому что мы живем в обществе, мы осуществляем желания других людей. Состоит как раз в том, чтобы увязать все это в одной точке, чтобы понять, как все сложить, как составить свой рабочий график, чтобы соблюсти желания всех сторон. И клиентов, и подрядчиков, и поставщиков, и директора, и подчиненных, и свои собственные, и мужа, и жены, и детей, и кошек, и собак. Все, чтобы все связать в одно и донести. Вот это умение правильно, как это сказать, ну не то чтобы составить рабочий план. Рабочий план, составление рабочего плана, это скорее такое разумное что-то. По жезлам просто важно расставлять приоритеты. Что важнее, чего вы хотите достичь, что нужно сделать первым, да, чтобы успеть достичь всех своих желаний. Пока вы не пройдете понимание на опыте, вот умение связать желания разных людей в одно, вот вы не поймете десятку жезлов. По перевернутой карте у нас речь идет о чем? По перевернутой карте у нас речь идет о том, что вы не можете связать все эти желания в правильном месте. Они связываются самостоятельно в неудобном для вас месте. Да? То есть все желания в один момент сходятся на вас. И начальник что-то от вас хочет, и клиент звонит, и второй клиент звонит, и жена там или муж обрывает трубку телефона, и ребенку там звонит из школы директор вашей школы, там ваш ребенок стекло разбил. Ну, в общем, что угодно может случиться сразу. Все одномоментно в одной точке сходится, и вы понимаете, что что-то для вас это многовато. Все от меня чего-то хотят. Я должна и то тащить, и то, и это. И швец, и жнец, и на дуде, и грец, и все одновременно, все сразу. Я так больше не могу, это выше моих сил. Вот он, финал, конец уже близок. Ну его нафиг, брошу все палки, пойду домой пешком. Вот это перевернутая карта. Понимание того, что работы у вас много, что взвалили на вас чуть ли не неподъемный груз, что все хотят от вас всего и сразу, много в один момент, и это просто невыносимо. Слишком большой объем энергии, который проходит через вас. Вот. Это понимание того, что если вы самостоятельно делаете эту работу, то вы уже не вывозите это. Да, есть такое выражение, не вывожу. Вот. Схождение желаний в одной точке – это умение руководить процессами. Поэтому карта нам как бы намекает, что окей, если есть много желаний разных людей, нужно учиться руководить. Нужно выходить на контроль над этой ситуацией. Хватит делать все самому. Нужно потихонечку понимать, как брать контроль над ситуацией. По десятке вы все, что можете сделать лично, самостоятельно,
в этой ситуации сделали. Нужно как-то уже подниматься над ситуацией. Если, допустим, по работе, то тут явно нужно нанимать каких-то работников, работать вместе с ними, управлять уже ими желаниями. Управлять их желаниями, да. Это умение свести желания своих наемных работников в одну точку, да, направить их на работу, на достижение некой цели, которая и для вас является важной, и для ваших работников, и для ваших клиентов, скажем так. Тут понимание того, что если вы правильно ощутили десятку, вам нужно выходить дальше. В понимание того, что вы должны руководить процессом, да. Смотрите, тут интересная тема получается, что первые 10 младших арканов — это ситуации, в которых вы оказываетесь, и вы пытаетесь с этими ситуациями справиться как-то. А придворные карты — это личности, которые понимают, что от них зависит, как будет развиваться ситуация. То есть они уже имеют некий контроль над этой самой ситуацией. Где-то послабее, где-то чуть сильнее, где-то основательно целиком и полностью. Допустим, Паж жезлов, он понимает, в какой ситуации он оказался, он понимает, что от его действий что-то зависит, но пока еще слабо может воздействовать на эту ситуацию, управлять ей толком не может, но уже понимает, кто управляет этой ситуацией. То есть это осознанность, выход из просто проблемных ситуаций, которые вы решали, и наконец поняли, в чем там суть, в чем там соль, да, и начинаете сознательно теперь как-то руководить этими процессами всеми. Берете контроль над жизнью в свои руки. Поначалу скромно, неумело, да, со страхом, ну, потихонечку дорастаете до короля. Вот. Вот вам вкратце, кстати, придворные карты, да, в чем смысл придворных карт. Ну, пока о десятках. По десятке жезлов у нас должно развиться по итогу умение. Мало того, что мы справились совсем по девяткам, теперь по десяткам мы должны как-то сложить все это дело в одно и начать контролировать свою жизнь. Контролировать, ну, рабочие процессы, в частности, по этой карте. Вот как-то так. В чем похожесть на десятку пентаклей? В том, что пенсионер, да, опытный, мудрый человек, скажем так, человек в возрасте, он не должен уже сам ничего делать. Он должен давать советы другим, мудростью, да, поучать других людей, как вот тот самый Михаил Лайтман, да, он же, ну, как руками не работает, ему нет необходимости работать руками. Он советует другим, как все делать правильно. Он делится этой своей мудростью. Собственно, как и человек по десятке жезлов должен понимать, что все, я свое наработал сколько нужно, теперь мне пора как-то управлять уже этим процессом. Не жизнь должна нас проживать, а мы должны проживать нашу жизнь, поэтому нужно брать контроль над жизнью в свои руки. Вот как старый, мудрый, опытный человек берет аккуратный, мягкий, скажем так, наработанный годами опыта контроль над семьей, да, то есть он советует, дает мудрые советы и таким образом является старейшиной, главой рода, да, обладатель вот мудрости всех поколений. Так по десяткам жезлов мы должны просто всю работу связать в один узел, понять, где пересекаются точки интересов, да, где вот эти точки интересов сходятся, и как взять над этим делом контроль, как справиться со всеми этими желаниями, которые ты тащишь. Круто объяснили, бывает и переворачивается. Бывает и переворачивается, да. Всегда работаю 10 жезлов, ложусь спать и раскладываю по полкам в голове. Бывает, не все получается, что-то не нужно отпадает, но нравится порядок в голове. Ну да. Юмористическое значение десятки жезлов, шкаф из Икеа. Буквально вчера в вечерней группе, либо в утренней, не помню, рассказывали мне про шкаф из Икеи. Подруга попросила приехать, помочь собрать шкаф из Икеи, что-то такое. Вот по восьмерке мечей. Сложное что-то такое, что чувствую, что ты не все понимаешь, как оно работает, нужно читать инструкцию. Сложное положение, из которого нужно находить какой-то выход, как-то по-умному действовать не спеша. Наспех собирать шкаф из Икеи не надо. Ну, если для вас это как бы сложность связать все в одно, тогда, ну да, может быть, может быть. Я ради вашего курса купила Монару. Во, видите? Ну вот уже не первый человек мне говорит это. Вот, так что придется мне, наверное, Монару все-таки как-то вам читать.
Он идет домой, в далекие дома, это его цель. То есть можно сказать, что эта карта говорит о достижении. Можно сказать, что о достижении говорит девятка жезлов. Человек отбил все атаки, достиг чего-то, да, он имеет что-то, крепко держится за это свое желание. По десятке жезлов он должен вот все, чего он достиг, как-то связать в одно, сделать какие-то логичные выводы и понять, как управляться со всем этим, со всем, чего он достиг, да. Тут уже скорее речь идет о каком-то контроле, о выходе на новый уровень. Смотрите, у нас 10 жезлов, да, у нас 10 карт по каждой масти. Это законченное, финальное ощущение. В десятке мы уже смотрим вперед. В десятке мы понимаем, что мы уже вышли на новый уровень. Нам не надо просто работать самостоятельно. Нам нужно теперь как-то более качественно, что ли, подходить к работе. Выходить на следующий уровень, на уровень управления своей работой, а не тупо просто выполнять то, что нам велят сверху. Вот. Каждая десятка говорит о том, что дальше будет что-то новое. Пенсионеры готовятся, как ни печально, к переходу в лучший мир. По десятке жезлов мы с вами чувствуем, что мы 11 жезл нам добавить мы уже не управимся, да, уже будет выпадать, поэтому нужно как-то нанимать кого-то на работу, чтобы тебе помогал. Уже нужно становиться руководителем процесса. Вот, как-то так, понимаете? Десятка пентаклей и иерофант, как их можно объединить? Что там общего, и там мудрости и передача знаний. Но это немножко разные понятия, понимаете? Старшие арканы — это в общем очень философская такая тема. Десятка пентаклей — это практический опыт, да, который ты сам ощутил в своей жизни. Вот в наши годы, да, и рассказываешь, как в наши годы, потому что ты пережил эти годы, ты сам это понюхал, почувствовал на вкус, пробовал и можешь сказать, какой вкус имел в ваши годы пломбир за 20 копеек. Вот. А по иерофанту там скорее знания в общем и целом. И практические, и теоретические. Там просто шаблоны, как нужно правильно делать, потому что веками делали так до нас. И это правильно испытанное поколениями, как бы знание такое, да. Вот. Как-то так. Десятка жезлов может быть свидетельством о том, что человек много на себя взвалил. Но, во-первых, да, 10 это много. Это максимум, который он может на себя взвалить. По перевернутой десятке это тот максимум, который его начинает уже надламывать потихонечку. Он еще справляется, но ему очень тяжело, очень плохо, и вряд ли у него получится это донести до самого конца. Где-то потери все-таки будут. По прямой десятке он справляется, по перевернутой все это как у него не очень хорошо получается. Так. Двигаемся дальше. Да? Самая страшная карта. Самая страшная, ужасная карта. Вообще мечи. Как я уже говорил в предыдущих лекциях, это такие темы. Печальные, тяжелые. Почему? Потому что они логичные. Мечи, разум, логика, информация — это понимание того, что к нам приходит какая-то информация. Когда к нам приходит информация, нам надо что-то делать, нам нужно как-то активничать, нам нужно вести себя сильнее, серьезнее, агрессивнее даже в чем-то, добиваться своего, потому что мы по этой информации понимаем, что не так. Что так, а что не так. Вот, это не женская тема. Как это, у войны не женское лицо, да? И можно сказать, что да, эта тема такая скорее мужская. Мужчине гораздо проще объяснить, что ему нужно сделать. Женщина всегда хочет слышать, как ей приспособиться. Как же ж мне справиться вот с этой ситуацией, как изменить себя, чтобы приспособиться к этой ситуации. В наше время наши современницы, они уже более активно ведут себя в жизни. А вот еще лет 100 назад, даже в той же самой Англии, только-только начали давать женщинам избирательное право. И то добились они этого не сразу и достаточно тяжелым трудом. Поэтому мечи вообще, в принципе, сложная тема в гадании.
потому что она предполагает действие. А когда клиентка приходит к тарологу, к гадалке, она не хочет знать, что ей нужно делать. Она хочет знать, что ее ждет хорошего, к чему ей готовиться, как ей приспосабливаться. И если идут мечи, то это значит, что ей нужно что-то делать. А клиентка не хочет делать, она хочет приспособиться, она хочет как-то влиться в тему. Поэтому по мечам надо что-то делать. И Уэйт рисовал эти карты достаточно печальными, грустными, да, чтобы подчеркнуть какой-то негатив, который может проскальзывать в этой ситуации, если человек неверно понимает. Если человек не хочет по мечам действовать, конечно, это будет печальная карта. Но если человек нормально, спокойно относится к информации, которая к нему приходит, то он просто знает, что ему нужно делать. В частности, смотрите, десятка мечей, лежит человек, явно убитый, да? Черное небо, где-то там вдалеке вроде есть рассвет, но он вдалеке. А тут у нас черное небо, 10 мечей в человеке торчит, человека явно убили. Все плохо-плохо, да? Невеселая ситуация, поэтому люди, которые плоско трактуют карты Таро, не вдаваясь в их смысл, считают, что это нехорошее что-то, да, что это проблемы, которые вас добили. Ну, во-первых, кто вам сказал, что эта карта про вас? Только если вопрос задается, да, какой-то конкретный, детальный, уточненный, что вот эта карта будет значить конкретно меня и прочее, прочее. Тогда можно будет сказать, что это вы там такая лежите, вся убитая, придавленная своими проблемами. По сути, мы с вами просто видим по десятке мечей, что окончательное решение вопроса. Финальное. Этот человек не встанет и больше не будет вам досаждать. Если по девятке мечей вы еще боялись как-то, да, боялись чего-то, с чем вы там столкнетесь в будущем, придет какой-то враг, вам нанесет какой-то ущерб, то по десятке мечей вот он, этот враг лежит. Лежит поверженный. Еще вы взяли, что это вы. Это может быть ваш враг, который не встанет и больше вам не скажет ничего плохого, да, ничего не сделает вам. Это ваша победа на самом-то деле, да. А победа у нас уже была в пятерке. Причем, заметьте, пятерка и конец цикла десятка, да, а у нас идет логичное разделение десятки на две пятерки. В пятерке победа у нас не окончательная, сиюминутная, текущая. Побежденные вами люди ушли, побежденные вами враги избегли смерти, да, вы только оружие у них забрали, вы выбили у них оружие из рук, но позволили им уйти. Проблемы продолжились, потому что они набрались сил и вернулись к вам снова докучать. И вы боитесь, что вот-вот-вот они снова придут по десятке. Они приходят по прямой, по хорошей десятке. Напомню еще раз. Карты Таро это не хорошо и не плохо. Карты Таро это информация. Просто она очень эмоциональная. И когда вы убиваете свою проблему в виде вот этого врага, да, вы понимаете, что все, больше он вам докучать не будет. Я эту проблему решила окончательно. О ней можно забыть, похоронить, спрятать, выкинуть из жизни. Все. Это окончательно решенная проблема. Почему я так считаю? Ну, смотрите. Яркий образ. На самом деле, человек, утыканный чем-то острым, это достаточно яркий образ, который есть и в искусстве, и забывать о нем не стоит. Это святой Себастьян. Да, вот тот самый святой, которого римские солдаты расстреляли из луков. За что? За то, что он имел наглость проповедовать Цезарю учение Христа. Вот. И там какая была история интересная. Вот он пришел к Цезарю и говорит: извините, гражданин Цезарь, не будет ли у вас минутки поговорить о Господе нашем Иисусе Христе? И начал говорить. Цезарь его послушал и говорит: слушай, ты что-то меня уже достал, ну-ка, там, солдаты, расстрелять, да, не ходи ко мне больше, забудь мой адрес, выкинь номер телефона. И святого Себастьяна расстреляли. Вот, поэтому известно вот этот яркий образ такой вот. Но не все знают, что на самом-то деле солдаты плохо сделали свою работу, они не добили его до конца. Забыли сделать, контрольный выстрел, да? И святой Себастьян выжил. Вернее, его спасли.
спасли какие-то местные жители, добрые самаритяне. Его выходили, подобрали, напоили, накормили, раны перевязали, он возьми да и выживи. Ну, с Божьей помощью, конечно. Почему? Потому что нужно было закончить начатое. И приходит, вот этот выздоровевший святой Себастьян. Куда? Опять к Цезарю. И говорит: извините, я не договорил. И начинает договаривать про Господа нашего Иисуса Христа. Цезарь от этого, конечно, всего дела офигел. Но тем не менее решил, что что-то солдаты, вы плохо сделали свою работу. Не добили моего вот этого врага, ну-ка идите и добейте. Ну теперь уже хорошо, с контрольным выстрелом. Надо сказать, что и святой Себастьян свою работу доделал, да, как ему Бог повелел, он до Цезаря дошел, добрался и договорил все-таки то, что там он хотел договорить. Но и Цезарь тоже свою проблему решил. Солдаты все-таки убили этого несчастного святого Себастьяна. Упорного, да, настойчивого, но тем не менее, за что боролся, на то и напоролся. Ну, конечно, кто мы такие, чтобы его судить? У всех свои мотивы, да, но тем не менее, о чем нам говорит вот этот яркий образ? Во-первых, он говорит нам о том, что проблемы надо решать до конца. Окончательно. Если вы повергли своего противника, его нужно добить до конца. Окончательно. Иначе в будущем он опять выздоровеет, опять к вам придет, вернется и будет мешать опять. Вот. По сути, мы на десятке видим окончательное решение каких-то проблем. Прямое положение карты говорит о том, что карта хороша. Помните, как в предыдущей, в девятке мечей? Перевернутое значение — это страх, паника, неспособность понять, что там нужно будет делать в будущем. Прямое положение девятки мечей говорит о том, что человек справедливо опасается, что может что-то произойти нехорошее, поэтому заранее думает о чем-то нехорошем. Вот. То есть, скажем так, по прямой девятке мечей мы опасаемся, что нас может сбить машина, и смотрим по сторонам, когда переходим дорогу. Вот и все. Вот вам и вся девятка мечей. Мы заранее представляем негатив и стараемся его избежать. В десятке мечей мы понимаем, что негатива избежать не получается. Поэтому нужно с ним справляться. Вот то, чего мы боялись, с нами происходит в настоящем, и мы должны иметь в себе силы решить проблему до конца. Да? То есть, нужно договорить. Если вы решаете проблему, пока вы не решили проблему, не надо вставать из-за стола переговоров. По прямой десятке мечей у вас есть шанс закончить какие-то вопросы. У вас есть шанс раз и навсегда разобраться с той проблемой, которая вам снова и снова приходит и говорит: извините, я не закончила, я не договорила. Да? Вот. По перевернутой десятке мечей, скажем так, этот процесс достаточно болезненный. Этот процесс может, скажем так, закончиться фиаско, но вы понимаете, что проблема больше не решится. По перевернутой десятке мечей вы понимаете, что, что вам надо решать проблему. Например, по прямой десятке мечей вы заканчиваете разговор с мужчиной, высказав ему все, что у вас наболело, все, что вы боялись ему сказать. Вы садитесь за стол и все 10 тезисов ему развернуто представляете. Ты мерзавец, ты скотина, ты бабник, сволочь, и прочее, да? Шутки шутками, конечно, но решайте какие-то вопросы, решайте какие-то наболевшие проблемы. Так вот, по перевернутой десятке мечей вы делаете все, что от вас только можно, используете все свои 10 аргументов, используете все свои силы, но это, к сожалению, не помогает решить вам вашу проблему. То есть вы понимаете, что вот тут вы, тут вас переиграли. От вас уже ничего не зависит, это вас убили. Вы лежите такая вот вся несчастная, и все плохо. Да, высказали мужчине все 10 тезисов. Мужчина ни один из этих тезисов ко вниманию не принял и все равно ушел из семьи. Да? Вот это перевернутая десятка мечей. Там в самом деле все плохо. Вы понимаете, что ваших сил недостаточно, ваших знаний, вашего разумения, вашего ума,
чтобы решить проблему, недостаточно. По прямой десятке, вон ваша проблема лежит, истекает кровью. Все хорошо, у вас все получилось. У вас есть надежда на светлое будущее, которое мы видим сквозь вот эти мечи, вон там далеко впереди. Самое темное время перед рассветом. То есть мы понимаем, что по десятке мы все равно смотрим в будущее. Мы понимаем, что ага, эту проблему мы решили, мы взяли контроль над своей жизнью. Понимаете, мы теперь паш мечей. Мы теперь знаем, как обращаться с оружием, научились. Мы какую-то из своих проблем решили окончательно. Вот. Дальше, конечно, будут другие проблемы, следующие. Потому что в нашей жизни есть постоянная череда решений каких-то проблем. И мы постоянно их решаем. Ну, например, смотрите. По десятке мечей, по прямой. Я вам приведу очень простой пример. Я очень долго обещаю жене, что мы сходим с ней в кино. Ей очень нравится ходить со мной в кино. Мне нравится ходить с ней в кино. Но у меня постоянно нет времени. Плюс это нужно подгадать кино интересное для нас обоих. Найти время, опять же. Нужно найти сеанс, да, который попадает в это время. Нужно купить билеты. Нужно рассчитать там, с кем оставить детей. Если у вас еще маленькие дети, нужно понять, ехать своим транспортом либо общественным транспортом. Если вы хотите после кино зайти в какую-нибудь кафешку, там выпить пива вкусного, там либо съесть чего-нибудь грузинского с вином, да, это, соответственно, нужно ехать общественным транспортом. Вот это все как-то сложить и решить эту проблему, потому что когда жена ходит и жалуется, что ты со мной давно в кино не ходил, это проблема. И вам нужно ее решить в конце концов. Вот. И по-мужски это все-таки взять все эти 10 мечей и один за одним логично, разумно, с помощью головы, с помощью каких-то своих разумных действий решить. Рассчитать, купить, спланировать и в конце концов просто-напросто сделать. Вот. В этом плане получается так, что сделав это все, вы решаете проблему. И когда вы идете, ну вот я иду с женой в кино, я чувствую удовольствие от жизни, потому что я справился с этим всем, да. Это как если бы у вас был тяжелый рабочий день, но вы справились со всеми проблемами, которые вам эта жизнь подсовывала, по уму как-то сделали, да, отбили все атаки, решили все свои проблемы, у вас все хорошо. Да, конечно, вы можете лежать пластом после этого уставший, но тем не менее впереди какое-то светлое будущее, потому как вы решили свои проблемы по прямой десятке мечей. По перевернутой десятке мечей, скажем так, часто побеждают проблемы. Но в любом случае десятка мечей — это окончательное решение проблемы. Если карта перевернутая, значит проблема решена не в вашу пользу, и вы ничего сделать уже не можете, потому что вы лежите убитый. Это значит что? Это значит, нужно идти к пажу мечей. Либо вам становиться, либо вы уже стали пажом мечей, решив свои проблемы. Поняли, как управлять ситуацией и стали над ситуацией уже, да? Теперь вы решаете, как махать мечом правильно. Либо, если у вас карта перевернута, и вы поняли, что вы не вывозите, не понимаете, как справиться с этим, да? Вам нужен человек, который за вас будет делать что-то. Вы ему скажете, реши проблему, он знает, как решать проблему, он паж, служащий. Да, он слуга, он выполняет, он решает чужие проблемы. Вот, скажем так. Вот, как-то так-то. Не такая плохая карта, да, если подойти как это логическим путем. У меня есть классическая колода, созданная еще до Уэйта. Там в описании 10 жезлов, усталость, тяжелый труд. Может ли это означать... Может, почему? Как бы школа Уэйта — это школа Уэйта. Не то чтобы у Уэйта была школа, просто на основании его колоды можно работать определенным образом, есть определенные какие-то значения. Но я считаю, что подавляющее большинство тарологов пользуются таким плоским бытовым значением, не вдаваясь в детали, не пытаясь понять, что на самом деле значит карта. Для них человек, утыканный мечами, это как бы... Не получилось, да, ой, не получилось, все, проблема не решилась. Поэтому так плоско. А по сути, это вы можете решить проблемы, либо
проблемы могут решить вас. По десятке мечей описание, неспособность к чему-то, разочарование, одиночество, пустота. Все зависит от колоды. Как в колоде это нарисовано, как в колоде передается значение. Да? Есть разные школы Таро, там Таро Папюса, допустим. Вот школа, как это называется, Врата Изиды, да? Вот они работают с помощью Таро Папюса. Там немножко другая традиция, там немножко другая и терминология, и форма, и способ подачи информации. В общем, там немножко по-другому. По Уэйту проще всего работать, если вы, как это, вдаетесь в суть, если вы понимаете, что к чему. Если вы понимаете, о чем я. Вот как-то так. Добрый день, позднее оповещение. Позднее оповещение на YouTube может быть. Подписывайтесь на телеграм-канал. Контакты есть в описании, либо просто там в телеграме забейте, поищите Пан Роман Таро. Вот, там порядка, скоро уже 400 человек будет. Вот там я выкладываю оповещение сам. Обязательно, и вы обязательно его получите. За пару минут до эфира обязательно будет оповещение. Вот на телеграм-канале. Можете надеяться, конечно, на YouTube, но он очень часто подводит. Ну и если подводит, проверьте, там, как у вас там колокольчик нажат. Нажат ли у вас лайк? Написан ли у вас комментарий под моим новым великолепным видео? Так, убегаю работать с клиентами, вернусь записи смотреть. Удачи, удачи. Угу. То есть по десятке перевернутый процесс очень сильно затянулся, и решение до завершения будет очень болезненным и долгим. Скорее всего, болезненным и долгим он, ну да, может быть и такое значение, либо болезненным и долгим, либо просто-напросто решится еще и не в вашу пользу. Такое тоже может быть. Вот, и все зависит уже от, как это сказать, от вашего чувства, от вашего понимания. Вот. Чаще всего, конечно, это окончательное решение проблемы, вот, но неприятным для вас образом. Вот, неприятным настолько, что может даже ощущаться как неудача. Но, по крайней мере, это окончательное, да. Если что-то у вас не получилось, то понятно, что больше возвращаться к решению этой проблемы по десятке вам не придется. Да, то есть, ну, скажем так, если что-то у вас не вышло, то это уже окончательно испорчено. Да, если вы разбили машину, то разбили ее уже в хлам. Все, только в утиль под списание. Больше вам ее чинить и решать проблемы с этой машиной больше не придется. Будете решать другие проблемы. Да, как найти трамвай, который ближе и быстрее всего вас довезет до работы. Там уже другого рода проблемы будут. Спасибо, нажато, написано лайк. Спасибо за лайк. Да, ютуберы любят лайки, потому что это помогает продвигать канал. Ну, ежедневно по 30-40 человек на канал подписывается. Взрывного такого роста нет, конечно, но я и не особо ожидаю от этого канала взрывного роста. Так-то 6000 народу мы с вами уже имеем на этом канале. Удивительно, удивительно. Для меня это удивительно. Но, тем не менее, очень приятно, конечно. Десятка кубков. Вот тут наоборот считается, десятка мечей такая плохая карта. Да, хотя тут всего-навсего решение проблем. А десятка кубков это, ой, хорошая карта, да, и потом люди удивляются, как это так. Когда вот вроде бы, ну, муж не любит, да, но тем не менее живет как-то с вами. И вроде как-то, ну, семья и семья такое себе. Там прям такой сумасшедшей радости, как на карте, нет. Да, но тем не менее выпадает эта карта. Когда вы начинаете объяснять человеку, что нет, у вас все великолепно, идеально, он вас любит, у вас замечательная семья, вы же сами, наверное, чувствуете, что что-то тут не то, что-то как-то карты так вот что-то тут не очень, да? Сейчас поясню, что такое. Так, кстати, сколько там у нас? Сколько по времени, сколько народу? Ого, 46 человек. Неплохо. Так, одновременные просмотры. Хорошо. Так, двигаемся дальше. Смотрите, десятка кубков.
Традиционно хорошая, светло-положительная, радостная карта. Ну, такое себе. Я бы в картах Таро был бы очень осторожен говорить что-то прям очень-очень лучше всего, да, самое-самое радостное и прочее такое. Всегда есть какой-то подвох в самой ситуации, да. У нас не бывает идеальных ситуаций. А тут нарисована как раз такая вот идеальная ситуация, такая вот идиллия, да. Если в девятке кубков там человек сам себе был радостный, веселый, да, ему самому нравилось, то здесь ему нравится уже, как это, в компании, вместе со всеми. Там уже нет чувства одиночества. Ему могло, конечно, нравиться чувство одиночества, потому как мы по девятке кубков видим, что человек, ну, он доволен, он сидит радостный, улыбается, у него все хорошо, он как это не похудел, отчетливо видно, да, у него там еды питья хватает, эмоций навалом, целых 9 кубков, то есть, ну, столько, сколько ему нужно. Последний 10-й кубок — это понимание того, что кто-то разделяет твои радости, что тебе радостно не просто самому, а вот с кем-то вместе. Это знаете, как если вы в одиночку смотрите интересное, крутое кино. Вам, конечно, интересно, но временами очень хочется поделиться вот этой эмоцией с другим человеком. Поделиться информацией, обсудить как-то. Смотри, как он, а она. Ай-яй-яй, а как ты думаешь, чем все кончится? То есть, ну, вот такое вот ощущение, да, когда вы чувствуете, что всегда есть мороженое одному, невкусно ни мне, ни тебе, ни ему, да? Вот по девятке кубков человеку еще вкусно есть мороженое одному, а по десятке он уже понимает, что мороженое вдвойне вкусней, да, если это в компании. Футбол смотреть веселее в компании. Там, да вообще все делать в компании порой веселее. Если это не что-то такое вот специфическое, отшельническое. Потому как есть ряд занятий, которые нужно делать исключительно в одиночестве, потому что, ну, они располагают к этому. Десятка кубков не относится к таким понятиям. По десятке кубков, наоборот, есть ощущение полноты эмоций, не только твоих, потому что полнота, если мы берем цифровые значения, которые нам дает нумерология, допустим, я не нумеролог, поэтому я не могу судить прям так с убежденностью, прям так жестко-жестко вам говорить, что только вот так правильно. Но по нумерологии, по девяткам идет ощущение полноты, завершенности. Почему? Потому как у нас завершается десяток. Десяток завершается, конечно, ноликом. Понимание того, что ты чего-то достиг, но дальше у тебя опять начало чего-то нового. И даже если твоя ситуация идеальная, это уже значит, что как бы дальше будет что-то другое. Что эта ситуация заканчивается, да, ты чувствуешь идиллию, гармонию, жена с мужем радостные, дети скачут, дом такая вот постарали идиллия, да. Но оно же не может продолжаться так вечно. Оно обязательно закончится, дальше будет что-то другое. Почему? Потому что эмоции со временем угасают, притухают чуть-чуть, да, выцветают. Вот. И потихонечку нужно смотреть в будущее. Сейчас-то хорошо, но нужно думать о том, как мы достигли вот этого хорошо, и не просто надеяться на то, что ситуация как-то нас сподвигнет, выдаст нам те варианты, из которых мы будем выбирать. Когда мы умеем правильно выбирать, правильно делиться эмоциями, уходить из ситуаций, в которых у нас нет нужной эмоции, находить в конце концов ситуацию, в которой есть все нужные нам эмоции. Мы понимаем, что вот мы уже поняли все по этой теме. Мы поняли, как радоваться, как делить радость с другими людьми, поэтому мы потихонечку можем уже этими эмоциями руководить, управлять. Не все ситуации еще пока, потому как Паш, он не управляет ситуацией, но он справляется с ситуацией, делая так, как ему нужно, так, как ему повелели, но так, как нужно, так, как правильно, понимаете? Вот. Почему тут такая радуга? Ну, понятно вроде бы, да? Радуга и радуга. Я бы хотел вас предостеречь от одностороннего такого использования этой радуги, потому что я встречал пару раз
удивительную вещь, когда люди говорят: о, это ЛГБТ. Почему? Потому что тут радуга. Люди, елки-палки, вы что? Символ радуги, как символика ЛГБТ, и то там не радуга, да, а просто вот все цвета. Только в последние годы вошел в обиход, да? Обычно значение радуги — это значение радости, потому что радуга возникает после дождя, после того, как вы решили все свои проблемы, да, прошли вот все эти масти, итоговое ощущение, когда вы справились с работой, решили все свои проблемы, накопили некий опыт, да, и вот теперь можно порадоваться. Вот это идиллия, это пастораль. Вот после дождя наступает радостное событие, все проясняется, просветляется, лужи высыхают, радуга мерцает, да? Жертвоприношение Ноя. Почему тут нарисована радуга? Потому что потоп закончился. Потому что они справились, смогли, у них все получилось. Да, они нашли какую-то землю, да, там по преданию это гора Арарат, они там как-то высадились, вон там тот ковчег в горах где-то застрял, да, а тут вот все оно уже как бы воды спали, да, можно ходить, там что-то делать, ну, в общем, радоваться жизни. Поэтому символика радуги. Когда ушла вот эта буря, дождь ушел, возникает радуга, как символика радости. Кстати говоря, в старших арканах, да, помните вот тот самый ангел, который переливает воду из чаши в чашу, умеренность, да, когда там рядом с ним цветы ирисы, это символика богини Ириды. Да, если кто не в курсе, поищите на канале в плейлисте «Старшие арканы. Умеренность». Это символика богини Ириды, которая является вестником благих, как это, носителем благих вестей, приносит счастливые новости из мира богов миру людей. Все закончилось, все хорошо, ура, можно радоваться, спокойно дальше жить. Вот это символика радуги. И радугу очень часто рисовали в так называемых пасторалях. Что такое пастораль? Это картины, стихи, произведения какие-то на тему простой, обыденной, бытовой жизни. Там пастушки, овечки пасутся, все хорошо, дождик кончился, радуга. Такие идиллические пейзажи, да, вот рисуются. Все здорово, весело, классно, приятно, да. Когда смотришь на такую картину, возникает ощущение радости. Причем такой всеобщей радости, да. У всех все хорошо, у всех дождь прошел. Не только у вас дождь прошел у всех, можно радоваться, всей семье хорошо. Так вот, что такое пастораль? Пастораль, от французского пасторале, ну, я так немножечко, конечно, с итальянским акцентом произнес, но тем не менее. Пастушеский, сельский. Это жанр литературы, живописи, музыки в театре, поэтизирующий мирную и простую сельскую жизнь. Что мы с вами видим на карте? Мирную, простую сельскую жизнь. Домик, да, там не город, там домик в деревне. А вот идиллия, это называют отдельное стихотворное произведение пасторального вот этого самого жанра, не ограничивающееся жизнеописанием лишь пастушеского быта. В новейшее время это узкое значение размывается, и идиллией часто называют произведения о мирной жизни, влюбленной пары, или даже о мирном патриархальном быте вообще, не обязательно сельском. То есть идиллия — это когда все хорошо, все замечательно, ты не думаешь ни о чем плохом, печальном. Ну, как у тебя все радостно, весело, хорошо получилось. По значениям эта карта обычно выпадает в какие-то ситуации, где у вас есть максимум эмоций. Вы испытываете максимальное количество радости, которое возможно в данную конкретную секунду, в данном случае. То есть, да, это когда ваши проблемы решились, радостно, хорошо, вы понимаете, что даже решать проблемы не надо, оно как-то само все складывается к лучшему, да. Ситуация хороша, ситуация заставляет радоваться и вас, и вашу семью, и партнеров по работе, и клиентов, и вообще все хорошо, золотой день, да. Либо эта карта может значить, что, ну окей, сколько нужно радости, столько есть. Нельзя сказать, что по этой карте вас просто разрывает в хомячки
от того, что у вас прям столько радости, что аж дыхание сперло, да, что аж не могу аж рассказать, как радуюсь. Нет, просто это столько эмоций, сколько вам на данную минуту, на данную задачу нужно. И когда вот эта прямая карта выпадает в каких-то раскладах, где женщины спрашивают, ну как же, у нас же там с мужчиной как-то не очень все, не очень получается. Что за как так десятка кубков? Там же прям счастливая-счастливая жизнь семейная. Нет. Это не то, чтобы прям счастливая-счастливая семейная жизнь. Это тот максимум эмоций, который вы можете сейчас испытывать с этим человеком. Ни больше, ни меньше. Больше в эту ситуацию впихнуть ничего нельзя. В наполненную до самого верха чашу нельзя ничего долить больше. Сколько есть эмоций, столько есть. Если вас не устраивают отношения с мужем, там, с женой, с клиентом, с начальником, с кем угодно, какие-то эмоциональные отношения с другим человеком вас расстраивают, карта будет выпадать скорее перевернутой. И она будет вам говорить, что, ну да, как-то ситуация печальная, но это тот максимум негативных эмоций, которые вы испытываете в этом положении. По прямой карте можно сказать, что, ну, может у вас все и не идеально, конечно, но на данную секунду идеально. На данную секунду улучшить что-то, добавить каких-то эмоций еще нельзя. Нельзя добавить сиропа, да, в полную чашку сиропа. Он просто выливаться будет, уже не будет там задерживаться. Поэтому вот как есть, так есть. Почему тут нарисовано не просто счастье какое-то, да, а вот именно радуга, пастораль такая, идиллия, да? Потому что там есть такой намек, что это, ну... Это не счастье от богатства, это не счастье от всего-всего-всего. Это счастье вот то, которое возможно в обычной жизни. В пасторальной такой, да, в пастушьей, да, в обыденной, в бытовой, такой вот простой. Что есть, тому и радуйся. Вот тот максимум эмоций, который тебе сейчас нужен. Очень похожая тема с десяткой пентаклей. У тебя столько денег, сколько тебе сейчас нужно для жизни. Хватает. То же самое. Десятка кубков. У тебя столько эмоций, сколько тебе сейчас нужно для того, чтобы чувствовать себя счастливым. Если ты несчастлив, ну, возможно, ты ошибаешься. Но это максимальное количество эмоций, которые ты можешь испытывать с этим человеком. Часто эта карта выпадает где-то в раскладах, да, когда мужчина закрыт в себе, да, общается с женщиной слабовато, так не очень. Вот, а выпадает десятка кубков. Причем прямая. Там в его, допустим, действиях, либо в его эмоциях. Особенно вот если в его эмоциях, это особенно ярко подчеркивает. И клиентка спрашивает, как так? Так он что, счастлив? Я бы не сказал, что он счастлив. Я бы сказал, что он испытывает столько эмоций по отношению к вам и вместе с вами, сколько ему нужно в данном положении. Извините, если для вас этого мало, то это тот максимум эмоций, который может испытывать этот человек. У него свой максимум, у вас свой максимум. Если вы недовольны, а ему нормально, ну это значит, что он и так счастлив. Когда человек несчастлив, он пытается изменить это, либо там страдает. А если у него спрашиваете, ну как, да мне нормально, мне хорошо. Мало ли, что вас это не устраивает. Вот мужчину может устраивать. Ему кажется, что да у нас вообще все идеально. А ты что, недовольна, да? Тогда у вас может выпасть и перевернутая десятка кубков, где вы понимаете, что да, в эту ситуацию больше впихнуть никак нельзя. Никаких эмоций. Да. Там могут быть отрицательные эмоции по этой карте. Зависит от ситуации, конечно. Вот. Но это, опять же, это тот максимум отрицательных эмоций, который у вас может быть. Хотя, конечно, чаще эта карта говорит именно о каких-то положительных эмоциях. Потому что кубки это, в принципе, ощущение того, что с человеком ты можешь слиться воедино. Да, ты можешь ему доверять, ты можешь разделять с ним эти самые радости. Поэтому тут скорее положительные эмоции. Но даже если идет негатив по этой карте, то это максимум негатива. Больше уже не будет. Можете радоваться, что больше не будет негативных эмоций. Вот как-то так. Как-то так у нас по десятке кубков. Да, с одной стороны, это хорошая карта, положительная.
да, там муж, жена, дети, домик, прям идиллия в самом деле. С другой стороны, понимаю, что это тот максимум, на который вы способны. Больше уже ничего не будет. Если вы хотите улучшить свое положение, свою ситуацию, добро пожаловать в пажа кубков, который понимает, что он очень зависим от ситуации, и с этим что-то надо делать. Вот он уже смотрит на эти кубки, он держит в руке и пытается понять, что с этим сделать-то. Вот, прямой паж кубков делает что-то правильное, перевернутый как-то мотает всем этим в воздухе. Так. Что у нас дальше? Здравствуйте. Самое сложное это понять, о ком речь. О тебе, мечи в тебе, или это уже в ТС твоей проблеме, твоем враге? Как у Баракуля, который сказал, ты разрушишь великое государство. Какое? Как понять? Вот. Но вот по поводу ты разрушишь великое государство, это великолепный пример. Отлично, спасибо. Дело в том, что гадание это такая тема, которая недостаточно точная для того, чтобы говорить о чем-то с уверенностью. Я всем своим ученикам, ученицам на групповых занятиях говорю одну очень простую вещь. Всегда имеет смысл добавлять каждому предложению своей консультации фразу, но это не точно. Потому что карты Таро дают вам эмоции, эмоциональное ощущение ситуации, непосредственное, да, то есть вы как бы просто чувствуете эту ситуацию так, как будто бы вы там находились. Вот. Это не информация, которая идет в готовом виде, это информацию, которую вы должны извлечь из своих эмоций. Это ваши эмоции, это ваша интуиция, и вы должны чувствовать, что если вам кажется, что речь идет о твоей проблеме, о твоем враге, то у вас возникает одно чувство. Вам эта карта как бы нравится чуть-чуть, да? Тут важно убрать свои эти шаблоны, что десятка мечей это плохая карта, поэтому обязательно вы там должны лежать. Когда вы вспоминаете этот волшебный анекдот о дяде Федоре, который уехал в буддийский монастырь, отказался от оценочного мировосприятия, поэтому дела у него никак. Вот нужно понять, что у таролога не должно быть своих эмоций по поводу этой ситуации. Да? Мало ли, что вы там думаете по поводу там умная клиентка, либо клиентка дура. Да? Вы должны понимать, что вы отделяете себя от ситуации. И как только вы начинаете чувствовать эмоцию ситуации, вы говорите о ней. Вы либо видите, что это враг поверженный, либо вы чувствуете, что это вы. Вот. Но, опять же, если мы работаем с прямыми и перевернутыми картами, там все проще. Там все гораздо проще, и я очень советую это начинающим. Там как бы карты за вас решают. Кому хуже, кому лучше. По прямой карте, по десятке мечей, это, конечно, ваша проблема решенная. По перевернутой, это ваша проблема вас добила. Да, и вы все поняли, что я больше не буду решать это, да, я не могу. Ты победила, окей, забирай, да. Вот. Поэтому тут либо вопрос опыта, когда вы просто уже начинаете чувствовать, либо просто работаете с прямыми и перевернутыми положениями карт. У меня десятка мечей всегда говорит о чьей-то гибели от оружия, конкретно огнестрел. Прям всегда. Всегда, когда вы гадаете, вам выпадает десятка мечей, оказывается, что кто-то умер от огнестрельного оружия. Я думаю, что не всегда. Потому как значений карты много, и если у вас только одно значение карты на нее привязано, то это очень плоское гадание. И извините, конечно, но не всегда. А ваш опыт может говорить о том, что какое-то огнестрельное ранение привело к смерти человека. Вполне может быть. Вот. Но об этом может говорить как бы и туз мечей перевернутый, да, и четверка мечей перевернутая. У меня были случаи, когда по тройке мечей, по перевернутой, было ножевое ранение в область сердца. Прям вот так вот плоско, да, прям вот так вот. Ну, вот. Поэтому это просто частный случай. Вот. Ну, скажем так, я бы сказал, что по десятке мечей у вас идет
не огнестрельное ранение, а по десятке мечей у вас идет убийство человека, окончательное убийство человека, так что он встать потом не может. Вот это уже ближе. Огнестрелы, либо ножевые ранения, ну, скажем так, это не так существенно. В картах Таро показана суть. На форму редко обращают внимание. Если вы любите обращать внимание на форму, то это ближе к такому, к совсем интуитивному, бессистемному цыганскому гаданию, где просто опираются на какой-то опыт и на какую-то форму. Вот. В цыганском гадании нет системы. А я говорю о системном понимании карты. Ничего удивительного, что много подписчиков, уникальная подача материала, за что вам огромное спасибо. Ну, может, не уникальная, я не могу сказать с уверенностью, я не смотрел, не слушал всех тарологов, поэтому не знаю, может быть, кто-то также подает инфу. Вот, это вам виднее, если вы смотрите разных тарологов. Тут, вот. Мне, конечно, очень хочется вам поверить, но я думаю, что я как это не самый уникальный таролог в YouTube. Тем не менее, спасибо за ваше мнение. Много подписчиков? Нет, немного. 6000 это немного. Это мало. То есть люди создают иллюзию счастливой семьи для других людей, а окружение думают, что у них идеально. Не обязательно. Не обязательно. Очень часто люди довольствуются малым счастьем. Вот у них все хорошо, спокойно, они этому радуются. Вот как у меня, допустим. У нас хватает в семье проблем. Но в общем и целом я чувствую, что мы как бы, ну, семья, которая разделяет общие радости. Вот, если ребенок чего-то достиг, мы радуемся с женой. Если у нас что-то там, у меня что-то получилось, моя жена радуется за меня. Если у нее что-то выходит, я такой тоже счастливый, весь бегаю, воодушевленный, что она там что-то у нее получилось хорошее, правильное. Так что не обязательно иллюзия. Не обязательно иллюзия. Вот, как-то так. Как-то так. Вот такие у нас десятки получаются. Можно сказать, что на этом курс закончен по младшим арканам. Придворные карты, их вообще-то относят к младшим арканам, но, честно говоря, можно их выделить в отдельный такой цикл. Хотя, конечно, изначально они младшие арканы тоже. Просто в последнее время очень часто о них говорят как об отдельных картах, о придворных арканах. Ну, почему нет? В конце концов, они такие характерные, они в самом деле чуть особнячком стоят. По цифрам у нас идет развитие ситуации, по придворным картам у нас идет развитие личности, развитие контроля ситуации, понимание ситуации, чувствование ситуации и вот это вот все. Мне Юрий Хан не очень зашел, для меня он тяжеловат, много витиеватых фраз. Каждому свое. Я не говорю, что Юрий Хан там... Но он очень интересную инфу дает, которая порой бывает очень-очень полезна именно для понимания карт. Но если вам не заходит, ну поищите кого-нибудь другого. Навалом хватает. У Хана очень полезная инфа. Десятка кубков выпала при вопросе, что меня ожидает, если я в ближайшее время уволюсь с нынешней работы. Давно мечтаю это сделать. Ну вот, счастливо будете, да? Будете чувствовать, что всем хорошо. И людям, которые вас там терпеть, может быть, на этой работе уже не терпят, да, и вы будете чувствовать, что наконец-то радость, да, там, с семьей побольше побудете. Просто будете чувствовать, что, о, все, вот это вот идеал моего отношения к этой работе. Уволилась, максимум радости. Как-то так, может быть. Это не факт, что у вас все в жизни вообще развернется счастливым краем, но, по крайней мере, неплохо, скажем так. Хорошо, вот как-то так, таким образом у нас все это дело происходит. Увидимся с вами, наверное, на следующей неделе уже. Сегодня четверг, да, если я правильно понимаю. Увидимся с вами. Я планирую, что во вторник. Надеюсь, что во вторник увидимся. Вот. И, собственно, что? Ну, всем хороших выходных. Да, а ученицам, я тут вижу, ученицы присутствуют. Увидимся с вами в пятницу. На утренних лекциях, на вечерних лекциях. Не забывайте о карте дня. Пересылайте расклады, а то что-то вы там расслабились. Раскладов ваших не вижу. Вот.
Увидимся. Всем пока.